Ребят, всем привет! Как и обещал, в этом ролике будем делать параллельный упор для фрезерного стола на подшипниках. Для этого нам нужно 18-я фанера вот такого размера, 4 шариковых подшипника закрытого типа и вот такой 1,5-килограммовый пакет фурнитуры и крепежных болтов. Все размеры я укажу по ходу ролика. Погнали! Лист фанеры размещаем вот на такие размеры и распускаем его на заготовки. Видео этого толкателя есть также у меня на канале. После этого у вас должно получиться вот таких 8 частей. Из них можно собрать уже что-то похожее на упор. Теперь нам нужно его собрать болтами, скрутить конферматами. Далее в двух заготовках фрезером нужно вырезать отверстия рабочие под фрезы. Я это буду делать шаблоном, копировальной втулкой. А вы это можете сделать обычной просто балериной, наметив центр. И потом прорезав два паза лобзиком. Далее на обоих заготовках размещаем расстояние, где будут установлены ребра жесткости. Сделать это можно с двух сторон для удобства. Со второй стороны, где будет стоять конфермат снаружи, нужно засверлить пировым сверлом неглубокие отверстия под шляпку конфермата, чтобы утопить ее. Приблизительно где-то посередине вот этих разметочных полосок. С передней стороны по одному и снизу примерно где-то вот так тоже по два. Да, и еще снизу передней стенки, там, где будет вкручиваться в нижний торец, где-то по 9 мм на толщину фанеры, вот для этих целей. Также момент один важно, нужно, чтобы вот этот вот угол, которым будет прислоняться к обеим стенкам, он был 90 градусов, потому что когда вы все это будете стягивать, и он будет неровный, вот эту стенку переднюю ее может либо наклонить, либо отклонить, и у вас не будет со столом плоскости в 90 градусов. Прижимаем струбцинами к столу, две половинки торцами, чтобы все ровно было, и начинаем гнать с середины, так как вот эти части, одна из частей, могут быть дугой. В этом ничего страшного нету, и чтобы этого избежать, мы начнем гнать с середины к краям, то есть вот у меня видно, чуть-чуть он кривой. Центральный закрутили, отпустили струбцину, дальше подвели здесь, если перегиб есть, затянули, дальше закрутили и так к краям. Когда передняя стенка прикручена, можно посмотреть, она 90 градусов относительно второй. Если она у вас получилась не 90 градусов, а чуть-чуть наклонилась, то ничего страшного. Вот этими ребрами жесткости, когда будете прижимать их струбцинами, они должны выправить. Также проверим параллельность, все ровненько, никакой дугообразности нету. Следующим этапом прижимаем ребра жесткости, смотрим, чтобы они были посерединке. Ну и естественно смотрим, чтобы угол приблизительно вот этот 90 градусов был. Когда конструкция самого упора собрана, нужно разметить место, где будут пазы под направляющие упора. Пазы я буду делать вот такой приспособой, обзор есть у меня на канале. Также вы можете видеть размеры. Также размещаем пазы для фиксации упора. Когда основная конструкция упора собрана, со всеми ребрами жесткости, пазами, нам нужно сделать еще две направляющие раздвижные. Берем, прислоняем к передней стенке и поджимаем струбциной.
Также хочу обратить внимание, что нужно прикладывать направляющие и размещать так, чтобы они не заходили за пределы нижней стенки самого упора, а то при передвижении на столешнице они будут задевать за нее. С внутренней стороны, в крайних положениях пазов ближе к центру, отмечаем сверлом там, где будем сверлить отверстия направляющих. Намечаем отверстие сверлом меньшего диаметра. Далее переворачиваем направляющие на лицевую сторону и делаем углубление пировым сверлом под шляпку мебельного болта. Болт у меня М8 длиной 50 мм. На направляющих во внутреннюю сторону также были вырезаны откосы под фрезу. Далее, для того, чтобы установить подшипники и упор ровно и правильно перемещался, нужно, чтобы вот эти две стороны стола были параллельны. Для этого нужно поджать брусочки струбцинами, как бы имитируя подшипники с обоих сторон, чем можно плотнее. Попробовать перемещение стола. Если у вас где-то что-то закусывает их или ослабляет, отпускает, нужно, естественно, подровнять. Можно равнять фрезером. Сначала циркуляркой, фрезером, также наждачкой и шкуркой дорабатывать. Ставим упор, берем угол 90 градусов и подгоняем к левой части стола. Смотрим, чтобы все было ровно. Берем брусок и поджимаем с этой стороны, где будут стоять подшипники. То же самое делаем с другой стороны. Прикладываем линейку и прочерчиваем там, где у нас находится стол. Вот от этой черты мы и будем вымерять путем математических вычислений, где будут находиться подшипники. Для установки подшипников в упор нам нужно 4 болта М12 на 50, 4 подшипника 6301 закрытого типа. Размеры подшипника такие. Внутренний диаметр 12, наружный диаметр 37 и толщина 12 мм. 4 гайки М12 и 8 шайб тоже М12. Далее от разметки стола отмеряем 18,5 мм с обоих сторон. Далее снизу нужно поджать брусок, желательно, чтобы не было сколов на выходе. Берем пировое сверло 13 мм и делаем отверстие. Ну что, подшипники в упор установлены. Не обошлось без подгонки круглым напильником. Естественно, попасть сразу очень сложно. Направляющие также на месте. Пробуем установить стол. Все отлично перемещается, без лютов и перекосов. Как я установил фрезер в прошлом ролике, я подробно рассказал, показал со всеми размерами и моментами. Можно приступать к работе. Ребят, спасибо, что смотрите меня. Жду от вас комментариев, подписки, лайков. Удачи!